В аскетической литературе мы часто встречаем целые перечни грехов, целые каталоги, перечисления: серебролюбие, празднословие, любостяжание. Есть даже совершенно экзотические названия — мшелоимство. И вот один из этих грехов, из этих страстишек является очень современным и с трудом поддается какой-то корректировке или же борьбе с ним. Это грех уныния. Он современный, он очень сложный. И к нему очень сложно подойти, подступиться, что с ним делать, как с ним быть, с этим грехом, и в конце концов, что это такое? Вот об этом мне бы хотелось сегодня с вами поговорить, друзья мои. Здравствуйте. Итак, о грехе уныния. В современном словоупотреблении мы часто отождествляем уныние с депрессией, а это неверно. Святые отцы, когда описывали состояние уныния, например, преподобный Иоанн Лествичник или же другие авторы, классики православной аскетической литературы, они очень часто помещали этот грех рядом с грехом лености. Уныние и леность. Именно так называется глава Лествицы преподобного Иоанна Лествичника Иоанна Синайского, посвященная борьбе с этой страстью, об унынии и лености. Если мы попытаемся описать это состояние с современными красками, то, пожалуй, это болезнь людей, которые не знают, чем заняться, не знают, как убить время. Например, в офисе вы работаете, встаете, идете пить кофе, потом смотрите в окно, потом катаете ручку по столу, перекладываете бумаги. Время как-то вяло, сонно тянется. И подошли к микроволновке, приготовили обед, лениво как-то его поклевали, поели и так далее. Не обязательно это болезнь работников офиса. Конечно же, преподобный Иоанн Лествичник подчеркивал, что это болезнь именно монахов. Именно монахов. Потому что монаху надлежит воспитывать в себе определенную усидчивость и ритм жизни. И преподобные старцы оптинские говорили, что уныние следует называть полуденным бесом. Полуденный бес тянет монаха в лес. То есть это состояние, когда человек не знает, чем себя занять, и, в общем-то, особенно не хочется ничем заниматься ему. И преподобный Иоанн Лествичник говорил, что такое состояние нападает особенно в полдень, когда как будто бы дневные труды уже главным образом завершены, и вот определенная такая сонливость, вялость, состояние нежелания чего бы то ни было делать, желание заснуть, полежать и даже лень спать человеку в таком странном состоянии. Как быть? Что с этим делать? Я попытался набросать какой-то контур этого состояния, но я думаю, дорогие мои друзья, вы узнали. Это обычное наше состояние, которым болеют даже дети. С самого раннего возраста у нас появляется эта привычка к ничего не деланию. Это не лень, это очень тонкое такое духовное состояние. Так вот, как древние монахи боролись с этим состоянием? Прежде всего, старцы говорили о том, что вот подобный дух уныния убегает, когда человек правильно настроил ритм своей жизни, когда ты выполняешь строго предписанные тобой же самим правила режима дня, даже так. Когда просыпаться, когда завтракать, обедать, работать. И вот вся жизнь целого дня должна быть определенным образом описана, точно определена. Может быть, такой не совсем уместный пример среди аскетических текстов, он покажется излишним, может быть, совсем светским, но тем не менее роман «Отцы и дети» нашего гениального классика Ивана Сергеевича Тургенева как раз говорит об этом. Когда Базаров приезжает в дом Одинцовой,
Его начинает раздражать, что барыня, эта помещица, которая живет в своем особняке в деревне, ежедневно выполняет определенный ритуал. Она встает в определенный час, завтракает, гуляет, читает, вышивает, музицирует, заботится о хозяйстве и в определенный час ложится. И вот Базарова и говорит: разве вам не скучно предаваться каждый день одним и тем же заботам? И Одинцова ему отвечает. Она говорит, что мы бы умерли от скуки, если бы у нас не было вот этого однажды установленного и принятого ритуала жизни. Вот это вот первая подсказка. Жизнь свою нужно ритмизировать, доверить определенному ритуалу, если угодно. И потом этот ритуал превращается в привычку определенного образа. Как говорил другой классик Александр Сергеевич Пушкин в бессмертном произведении своем Евгений Онегин о Татьяне: «Привыкла и счастливо стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она». И вот эта привычка жить в определенном ритме, она как раз избавляет нас от обычной скуки, от уныния. И вот этот ритм, он есть залог не просто такой жизни нескучной, но и залог определенного пути совершенствования не только в духовной жизни, но даже и в интеллектуальной и деловой. И здесь мне вспоминается пример из древнего Потеряка, когда один из египетских старцев, наставляя своего послушника, привел ему такой рассказ. Некоторый землевладелец имел большой кусок земли запущенный, совершенно давно не посещавшийся, заросший. И он как-то решил его взять в оборот, засеять, чтобы он приносил доход. И вот он посылает на эту землю своего сына и говорит ему: сынок, разберись как-то с землей, перекопай, подготовь землю. Нужно же как-то постараться, чтобы добро не пропадало. Сын пришел, увидел заросшее поле, запущенное, страшное, и подумал: могу ли я что-нибудь с этим полем сделать? Нет. Могу ли я спать? Да. И он постелил одеялко, улегся и целый день проспал. Отец посылает к сыну, спрашивает: ну, что ты там сделал? Сын говорит: я ничего не сделал, потому что сделать здесь совершенно ничего нельзя. И отец, мудрый человек, говорит ему: я тебя о многом не прошу. Делай ровно столько, сколько занимает твое одеяло. Вот перекапывай ровно столько, сколько занимает твое одеяло, на котором ты спишь, а потом больше ничего не делай. Вот такая дневная норма. Сын послушал отца, и в короткое время, как завершается рассказ древнего Потеряка, поле было обработано. У нас иногда просыпается какой-то пионерский задор, и хочется сразу с плеча рубануть и сделать большое дело какое-то. Но мудрые люди всегда говорили о том, что большое дело требует кропотливого ежедневного труда. И вот люди, которых с детства приучили к труду, к определенному ритму жизни, которые делают в день вот в размере этого одеяла, как будто бы, образно выражаясь. Каждый день, по чуть-чуть. Эти люди не скучают. Их не борет дух уныния. Они не знают проблемы, чем себя занять, как убить время, потому что каждый день есть равномерный, спокойный, красивый, благородный труд. Без надрыва, без стахановских каких-то терзаний, успехов, ревности. Просто кропотливый, красивый и благородный труд. Вот этому труду воспитывали не только в древних монастырях, но и в хороших дворянских семьях. Этим свойством трудиться отличались не только монахи, но и настоящие ученые, настоящие творцы, художники, литераторы. И нам
дорогие мои друзья, следует в день трудиться, может быть, не больше нашего этого одеяла, и тогда мы достигнем успеха, и дух уныния не будет нами обладать.